Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня вы увидите топ моих 10 смартфонов на момент середины марта 2025 года. Какие, по моему мнению, смартфоны стоит рассмотреть к покупке. Нет, это не руководство к действию. Если у вас есть возможность смотреть видео, снимать видео, не знаю, ползать в интернете, звонить, у вас нет жесткой необходимости что-то приобретать. Напоминаю, что все, что не потрачено, все сэкономлено. Но если вдруг у вас уже, как говорят, смартфон наладом дышит, я вам расскажу топ-10 смартов, на которые по мне стоит обратить внимание. И нет, в этом топе, в отличие от топа до 20 тысяч рублей, где прям не из чего выбирать, потому что это $200, не будет уже второго-третьего эшелона, не будет всяких инфиниксов, Tecno, не будет стареньких Meizu, не будет ленововских Motorola. Почему? Потому что до 30-ки очень много вариантов. И с LTPO экраном, как у флагманов, и с обходной зарядкой, и с чем только там нет смартфонов. Выбор огромный. Единственное, при любом раскладе чем-то нужно будет жертвовать. Но, чтобы сделать ваш выбор более, я думаю, обдуманным и правильным, я напоминаю, что если вы выбрали себе какую-то модель, по возможности пойдите в магазин, пощупайте ее, посмотрите. Обязательно посмотрите все обзоры, посвященные ей. Не только мои. Напоминаю, что у меня обзор на основном канале есть. На любой смартфон читаем там комментарии. Там стабильное сравнение. Помимо этого есть прожарка на пользу стримы. Помимо прожарки есть еще обзор одним кадром, где я хожу и рассказываю про смартфон. Не забудьте посмотреть на топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей. Китайский конвейер прямым текстом замедлился, и мы уже выбираем из того, что есть, как говорится, потому что еще и курс изменился. И напоминаю, что при любом раскладе вчера, утрированно, на примере рубля, $300 это было 24 тысячи рублей, сейчас $300 это, учитывая стоимость перевода денег, которая увеличилась, это уже, считайте, почти 30 тысяч рублей. Поэтому вот этот топ я назвал до 30 тысяч рублей, но в зависимости от курса валют будет, соответственно, прыгать цена в долларовом эквиваленте. Все эти железки, что вы увидели в топе, с ними можно спокойно проходить 2-3 года, не напрягаясь. Ничего из этого тормозить не будет. У всего из этого при желании вы сможете получить приличные постановочные фото и приличные видео. Притом, единственное, разного качества и разной плавности, но на штативе все будет у всех волшебно на основной модуль. У всех есть какая-то суперсила, и у всех есть, разумеется, какие-то недостатки, что абсолютно разумно. Если продолжать подобные топы не раз в год, а там раз в 4-5 месяцев, пишите в комментариях, можете расписать свой топ, почему вы не согласны, допустим, с моим. И напоминаю, что ваш лайк, подписка и комментарий решает, будет ли продолжать существовать контент. Ролики выгружаются только на YouTube. Если вы где-то видите еще их, знайте, их благополучно своровали. Но, как говорится, это я проконтролировать не могу. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Не забудьте еще подписаться на ТГ скидок, кстати. Перейдем же к топу. На 10 месте моего топа красуется Realme 14 Pro. В комплекте со смартфоном мы имеем защитную пленку, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 45 Вт, защитный чехол, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты и руководство пользователя. А приобрести смартфон можно в белой, фиолетовой и темно-серой расцветке. Вес смартфона составляет 185 граммов, а габариты 163 на 75 на 10,4 мм вместе с блоком камер. Рамки выполнены из пластмассы, грани не прямые, а закругленные. Собран смартфон неплохо, плюс за то, что есть стандарт защиты IP66, IP68 и IP69. Разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0. К плюсам отнесу, что установлены 2 микрофона с шумоподавлением и 2 стереодинамика. В настройках есть разные звуковые пресеты, но кастомного эквалайзера здесь нету. Вибромотор настраиваемый и тактильно приятный, но далеко не лучший в этой ценовой категории. Смарт оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2392 на 1080 пикселей. Экран имеет закругленные края и небольшие рамки. Плотность пикселей составляет 388 ppi,
Wi-Fi. В пике экран выдает 1600 люксов, на 100% 1100 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Частота дискретизации касания до 240 Гц. Полноценный Always On дисплей на борту. Показатели шума выше 60% не поднимаются, если измерять прибором ТКА. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать можно до 5 разных отпечатков пальцев. Функция распознавания лиц срабатывает корректно, но внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор же установлен MediaTek Dimensity 7320 Energy с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,5 ГГц. Графический процессор Mali G615MP2, оперативная память на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память на 256 или 512 ГБ. Операционная система Realme UI на базе Android, по связи имеется поддержка Bluetooth версии 5.4, однодиапазонного GPS, Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Датчик приближения работает корректно, он здесь физический, NFC-модуль в наличии, можно без проблем устанавливать MirPay для оплаты. Емкость же аккумулятора 6000 мАч, в PC-марке смартфон выдает довольно скромные для этого объема аккумулятора 8 часов 31 минуту. Также он поддерживает быструю зарядку до 45 Вт, заряжается, правда, от 0 до сотки за 1 час 20 минут. Вот такая странная история, что заряжается долго, вроде батарейка большая, а автономность не космос относительно. Беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости экрана уходит в среднем 4% заряда. В играх за 1 час уходит 16% заряда. В Antutu устройство выдало 724 тысячи попугаев, Storage Test же показал 123 тысячи. По камерам здесь установлен основной сенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с оптостабом, фокусным расстоянием в 26 мм, углом обзора в 79 градусов и апертурой 1.8. Плюс есть 2-мегапиксельный датчик глубины. Максимальное разрешение для съемки видео основного сенсора 4К 30 FPS. Фронталка же на 16 мегапикселей с апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 1080p 30 FPS. Посмотреть видео и фото, сравнение и узнать подробнее о том, какой смартфон, вы можете, перейдя по ссылке в описании на основные обзоры, на прожарку, на обзор одним кадром, там все будет сразу ясно. Минусы: нет ТК-порта, изогнутый экран, нет сверхширика, нет кастомного эквалайзера для звука, и по мне смартфон стоить должен до $200. Так, ну и как всегда, небольшая ремарка по поводу смартфонов. На 10-м месте Realme 14 Pro 5G, и он у меня также в топе до 20 тысяч рублей. Здесь он с расчетом, что он будет стоить не дороже, чем обычно был на распродаже. То есть, в принципе, 23 600 он был, и вот сейчас, учитывая, что сейлы будут крупные, я вангую, что его стоит приобретать где-то только если 22 тысячи плюс. Если дороже, смотрите остальные смартфоны в моем топе, потому что это не идеальный вариант, и суперсилы у него нет. Единственное то, что это глобалка, и он нормальный. Вот и вся его суперсила. Смотрим. На 9-м месте моего топа красуется Realme GT 6T, а он прям крутой за свои деньги. В комплекте со смартфоном мы имеем силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 120 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Приобрести GT 6T можно в серой и зеленой расцветке, габариты смартфона составляют 162 на 75 на 9 мм, а вес 192 грамма. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Собран он хорошо, плюс есть официально заявленная защита по стандарту IP65 от пыли и влаги. Разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, также есть TK-порт, звук GT 6T стерео с поддержкой технологии O-Reality Audio, сертификация Hi-Res Audio, функции пространственного звука и Halo Audio. Стерео неполноценное, но качество звука неплохое. Bluetooth кодеков достаточно, а сам Bluetooth чип установлен в версии 5.4. Вибромотор с технологией O-Haptics отличный, ко всему еще и настраиваемый. Смартфон оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем от BOE с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя, защитой Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, плотностью пикселей в 450 ppi, цветовым охватом 100% DCI-P3, соотношением экрана к корпусу 94,2%, 10-битной матрицей и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. По моим замерам, экран выдает около 2500 люксов в пике, 900 люксов на 100% яркости
яркости и на 100% яркости с включенной функцией повышенной яркости 1400 люксов, что очень хороший результат. В играх сенсорный отклик отрабатывает корректно, плюс экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Показатели шима выше 15% не поднимаются, если измерять радуксом, а при измерении прибором ТКА шим поднимается до 40%. Полноценный Always On дисплей в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор же установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальной частотой 2,8 ГГц, графический процессор здесь Adreno 732, оперативная же память LPDDR5X и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 или 512 гигабайт в конфигурации со 120 гигабайтами ПЗУ и 8 гигабайтами ОЗУ, версия внутренней памяти UFS 3.1. Система Realme UI на базе Android. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, в отличие от китайской версии. Связь смартфон ловит хорошо, да и датчик приближения не подводил. NFC на борту, MirPay встает без проблем. Емкость аккумулятора 5500 мАч, заряжается от родного адаптера питания на 120 Вт от 0 до сотки за 25 минут, а от адаптера питания на 90 Вт за 33 минуты. Вот это настоящая быстрая зарядка. Не то, что в Realme 14 Pro, да? Беспроводной зарядки здесь нет. В PC-марке выдает 10 часов 44 минуты, что просто космос. В PUBG New State, правда, смарт начинает поедать за час 30%. Повторяюсь, мы гоняли все это в онлайне вместе с вами на канале Польза стрима. При просмотре роликов на YouTube за 1 час в среднем уходит 4%. В Antutu он выдает результат в 1 329 000 попугаев, Storage Test же показывает 159 000. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony Lead 600, тот же Sony IMX882 на 50 мегапикселей с оптостабом, фокусным расстоянием в 26 мм, углом обзора в 79 градусов, апертура 1.88 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Далее стандартный сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2, фокусным расстоянием в 16 мм, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 FPS. Фронталка Sony IMX615 на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Апертура у него 2.5. Фокусное расстояние 21 мм, цифровая стабилизация, угол обзора в 90 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, Wi-Fi 6 серии, не 7, нет мини-джека, а так смартфон прям отличненький. Особенно хотя опять же у него есть китайская копия, и она значительно дешевле. Realme 6T, глобальная версия, очень неплохой смартфон за свои деньги. Посмотрите обзоры, оцените. Он в каком-то смысле безликий. Я сейчас вам объясню почему. Потому что если брать, допустим, тот же Samsung A55, старенький, его нет, разумеется, в топе, потому что он старенький, он там в металлической рамке. Если брать Honor 200, у него очень-очень стабильно все было по системе. У 6T все вроде неплохо, синоним хорошо, но каких-то суперсил нету. Честно, 9 место, он хорош. Заметьте, уже 2 Realme, да? Ну и основная его суперсила, разумеется, то, что он за 29 500 торгуется, и это прям очень жирный ценник, учитывая его спеки. Да, не идеальный вариант, но глобалка за эти деньги очень хорошо. На 8 месте моего топа красуется Xiaomi 14T. Да, до 15T еще не скоро, я думаю, во-первых. Во-вторых, он будет стоить космос. В-третьих, 14T, конечно, очень сложно приобрести в районе 30-ки. Скорее всего, придется переплатить 10%. И как раз поэтому он так низко. А так смартфон прям вау. В комплекте, помимо смартфона с наклеенной защитной пленкой, разумеется, находится силиконовый чехол, кабель с USB-A на USB-C, прорезиненного слота по 2 сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. Блока питания в комплекте нет, лично у меня, за что минус, но, как я знаю, есть разные комплектации, поэтому обращайте внимание. Может быть, их уже нету или меня дезинформировали, но кратко, у вас может быть смартфон и с блоком питания. В продаже есть черная, титановая, серая, голубая, лимонно-зеленая расцветки. В последней расцветке тыльная
часть выполнена из искусственной кожи, а в остальных расцветках крышки из стекла, а рамка пластиковая. Габариты смартфона 160 на 75 на 9,6 мм, а вес 197 граммов. Сборка неплохая, материалы тактильно приятные, ко всему есть защита по стандарту IP68. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что минус. Далее есть икопорт, микрофоны и динамики, но вот мини-джека не завезли. Звучание хорошее, но не топовое. Плюс, конечно же, есть предустановленные эквалайзеры и даже кастомный эквалайзер. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4, вибромотор линейный по оси X мощный, но в данной ценовой категории не лучший. Настроить силу вибрации можно. Xiaomi 14T оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Плотность пикселей 446 ppi, пиковая яркость, по моим замерам, 1300 люксов, на 100% яркости 830 люксов. А с функцией дневной режим 1200 люксов. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, а частота сенсорной дискретизации 480 Гц. Частота регулировки шима 3840 Гц. При измерении прибором Radex показатели шима выше 15% не поднимаются, а при измерении прибором ТК мы имеем 60% на минимальной яркости. Полноценный AOT в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, расположенного под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами. Сканер же работает корректно, промахи, правда, проскакивают. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, но минус за то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток, что привычно для Xiaomi. Распознавание лица же срабатывает стабильно и хорошо. Биометрические же данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Процессор MediaTek Dimensity 8320A Ultra с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 3,35 ГГц. Графический же процессор Mali G615MC6, а нейронный процессор MediaTek NPU 780. Интерфейс HyperOS на базе Android, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E, 5G сетей ниже, также можно завести eSIM. Для 4G сетей все бенды на борту, датчик приближения работает хорошо и без особых нареканий. NFC поддерживается и MirPay встает без проблем. GPS же данной модели двухдиапазонный, что неудивительно и круто. L1 плюс L5, за что плюс. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 8 часов 53 минуты, в Work Performance 13 тысяч. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 67 Вт, а беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной. Заряжается от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 50 минут. При просмотре видео на YouTube уходит в среднем 4% заряда, в PUBG уходит 1 час 34% заряда. В Antutu устройство выдает 1 280 000 попугаев. Storage Test же показывает 158 тысяч. Камеры настроены совместно с Leica, на борту можно найти разные фильтры от Leica, несколько режимов для портретной съемки. Также используется технология Xiaomi AISP для обработки изображения. Основной же сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей с апертурой 1.7, фокусным расстоянием в 23 мм, оптостабом и максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Далее есть телефотосенсор Samsung S5KG N1 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 50 мм и апертурой 1.9, сверхширик на 12 мегапикселей с фокусным расстоянием в 15 мм, апертурой 2.2, углом обзора в 120 градусов и цифровым стабом. Фронталка на 32 мегапикселя с апертурой 2.0. Максимальное же разрешение для съемки видео у него 4К 30 FPS. Сравнивал я данную модель со смартфоном Google Pixel 9, явного победителя, к слову, не было, поэтому советую перейти по ссылке в описании и посмотреть фото и видео сравнения, и также скачайте исходник, если вас он заинтересовал. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив карту памяти, нет беспроводной зарядки, нет адаптера питания в комплекте, не лучшая стабилизация видео, сброс яркости в играх и ценник, который очень сильно зависит от курса доллара, потому что если он чуть-чуть колеблется, он уходит далеко. Если нет, то в районе 30-ки, как и топ. Так, 8 место Xiaomi 14T, и про нее я бы сказал, что ее штормит 33 600 из-за курса. То есть, если бы у нас курс остался на том же уровне, мы бы уже видели этот смартфон в районе 30-ки. И это, конечно, другой левел относительно всего, что вы видите в топе. Но на данный момент вот так низко, потому что очень тяжело его приобрести. В тридцатник придется при любом раскладе чуть больше заплатить. Вполне возможно, у вас где-то на других маркетплейсах получится его найти дешевле, я его видел. Просто надо ловить. Вот из-за того, что его надо ловить, он так низко. А так свеженький, ближе уже к субфлагманам, очень серьезный смарт.
Очень советую его рассмотреть, тем более есть в магазинах, можно его прийти пощупать. На 7-м месте моего топа красуется Realme GT 6 китайской версии. Поставляется смартфон с комплектом, в который входит силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 120 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Приобрести смартфон можно в белой, фиолетовой и темно-серой расцветке. В последней расцветке на тыльной части находится изображение Луны, и смотрится это дело, как по мне, круто, но однозначно подобная расцветка на любителя. Габариты смартфона 162 на 76 на 9 мм, вес 207 граммов, дизайн модели интересный и современный, тыльная часть же выполнена из стекла, а рамка металлическая, за что плюс. Данная модель имеет защиту от пыли и влаги стандарта IP65, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, отсутствует мини-джек, что неудивительно, но плюс за то, что есть и капор. Правда, расположили его в блоке камер. Динамики настроены с поддержкой технологии O-Reality Audio и пространственного звука, плюс есть технология Hi-Res Audio. Качество звука далеко не лучшее, и стерео неполноценное, перекос по громкости между динамиками есть и довольно заметный. Линейный вибромотор по оси X установлен с технологией O-Haptics, качество вибрации отличное, ко всему можно настроить силу вибрации. Смарт же оснащен OLED-дисплеем от BOE S1 8T LTPO с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя. Защитой Crystal Armor Glass, плотностью пикселей в 450 ppi и частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Показатели шима выше 15% не поднимаются, если измерять радексом, а при измерении вторым прибором, то шим поднимается до 40%, что довольно хороший результат. Яркость, по моим замерам, на 100% с включенной функцией повышенной яркости 1200 люксов, а в пике 1500. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, полноценный Always On дисплей в наличии, но его нужно настраивать. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран с поддержкой технологии сердечного ритма, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает шустро, и внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, за что плюс. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, но зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота у которого 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Система Realme UI на базе Android, региональная блокировка присутствует, за что минус. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, Bluetooth версии 5.4, поддержка 5G сетей и технологии Dual. 4G сетей со всеми бендами и ниже. Датчик приближения работает отлично. Связь смартфон ловит хорошо, модуль NFC на борту и двухдиапазонный GPS L1 плюс L5. Емкость же аккумулятора 5800 мАч, заряжается он от родного адаптера питания на 120 Вт от 0 до сотки за 35 минут. Беспроводной зарядки нет, как и беспроводной реверсивной, за что минус. В PC-марке смартфон выдает космические 10 часов 16 минут, в Work Performance 19 тысяч баллов и в играх смарт поедает за час в 30%. При просмотре роликов же на YouTube в среднем уходит 5% заряда, в Antutu он выдает 1 919 000 попугаев, а Storage тест показывает 184 тысячи. В целом по железу хорош. По камерам мы имеем скромнее все Sony IMX890 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.88 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик стандартно Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2, фокусным расстоянием в 16 мм. С тыльной части также можно обнаружить кольцевую LED-вспышку, но на этом все. Даже телефотосенсор отсутствует, в отличие от GT6 глобальной версии, что очень странно. Напоминаю, что уже вышел GT7 Pro, GT7 мы не видели, и по большому счету китайский GT6 не был особо дико популярным из-за особенностей. Пусть даже у него все бенды есть, но это все-таки китайская версия смартфона, и это делает ему минус. Фронталка S5K3P9 на 16 мегапикселей с апертурой 2.5 и углом обзора 82,3 градуса. Максимальное разрешение для съемки видео с фронталки 1080p 30 fps. Ультра скромно, правда? Я сравнивал данную модель со смартфоном Xiaomi 14T, обязательно посмотрите в ролике. Минусы: нет беспроводной зарядки и реверсивной нет телефотосенсора, слабый фронтальный сенсор и возможная региональная блокировка. Это, можно сказать, основной минус. Понятно, что вы приобретете, магазин вам или продавец скажут, что все будет хорошо, но в голове все время будет сидеть, что Realme, китайские смарты свои могут блокировать. И не только китайские. Просто не рассчитаны под регион. Притом очень подло блокировать только в некоторых регионах. Так, ну и в каком-то смысле старичок, потому что Realme уже выгрузили GT7 Pro, GT7 Ultra планируют выгружать, но GT6 китайской версии за 27 тысяч — это
прям вау, и я думаю, будет, может быть, еще дешевле. Я думаю, что вы легко сможете проходить с ним 3 года. До 30-ки приобрести такую железку — это прям классно. Про блокировки подобного я не слышал. Супер классной фото- и видеосъемки, к сожалению, у китайской версии нет. Но во всем остальном это смартфон, с которым хочется контактировать. И есть с ним что делать. И у него есть огромнейший запас всего на перспективу. На 6-м месте моего топа красуется OnePlus Nord 4. В комплекте со смартфоном входит краткое руководство пользователя, плюс, кстати, этому смартфону, что он всегда глобалкой является, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, мягкий силиконовый чехол, фирменный кабель с USB-A на Type-C, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, а вот карту памяти запихать сюда нет возможности. Плюс в комплекте нет адаптера питания. Поставляется OnePlus Nord 4 в серой, зеленой и черной расцветке, плюс за то, что Nord 4 корпус выполнен из авиационного алюминия, да и в целом качество материалов хорошее. Хотя у меня с ним были определенного рода проблемы, не только у меня. Габариты Nord 4 составляют 163 на 76 на 8 мм без блока камера, вес 200 граммов. Собрана модель достойно, на корпусе расположили ИК-порт, кнопку питания, качели регулировки громкости, микрофоны, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что нехорошо, но не удивительно, и даже механические переключатели режимов звука, что я очень люблю, но в новых OnePlus вроде бы исчезнет. Для вывода звука используются 2 стереодинамика и 1 разговорный, но перекос по громкости между 2 основными динамиками есть. Качество звука хорошее, ко всему в настройках можно найти некоторые функции для персонализации звучания, что удобно. Вибромотор с поддержкой технологии O-Haptics, настраиваемый и качественный. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Экран плоский, рамки не громадные, вырез под фронтальную камеру небольшой. Плотность пикселей в 450 ppi, частота обновления экрана до 120 Гц. Удобно, что экран поддерживает технологию Aqua Touch для корректного отклика сенсора даже в случае попадания воды на экран. Яркость, по моим замерам, 1400 люксов, при этом на 100% яркости экран выдает 750 люксов. Показатели шума выше 13% не поднимаются, если измерять прибором Radix. Полноценный Always On дисплей в наличии, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, завести можно до 5 отпечатков, один и тот же отпечаток пальца завести нельзя. Распознавание лица работает стабильно хорошо, а внести биометрические данные можно только одного лица, что уже привычно. Процессор же установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра, почти у всех в этом топе, кстати, и максимальной частотой 2,8 ГГц. Графический процессор Adreno 732, оперативная память LPDDR5X на 8, 12 или 16 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 128, 256 ГБ или 512 ГБ. Система Oxygen OS на базе Android, по связи есть поддержка однодиапазонного GPS, Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сетей все бенды на борту, поддержка eSIM, разумеется, отсутствует, датчик приближения работает исправно. Bluetooth же чип установлен в версии 5.4, список аудиокодеков неплохой. NFC-модуль для бесконтактной оплаты в наличии. Емкость же аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке Smart выдал 9 часов 46 минут, Work Performance 15585 баллов. Smart поддерживает максимальную мощность зарядки до 100 Вт. По моим замерам, смартфон заряжается от 0 до сотки за 32 минуты. Беспроводной зарядки не завезли, как и беспроводной реверсивной. За час просмотра роликов на YouTube уходит 5% заряда, в играх за час уходит в среднем 30% заряда. В Antutu устройство выдает 1 миллион. Сколько оно выдает, вы видите на экране, Storage Test показывает 158 тысяч. Основной сенсор Sony LED в 600 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 25 мм, апертура 1.8 и оптостабом. Максимальное разрешение для записи видео с основного сенсора 4К 60 FPS. Также есть сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 112 градусов. Улучшенная стабилизация работает в разрешении 1080p 60 FPS и ниже. С фронта же установлен сенсор Samsung S5K3 P9 на 16 мегапикселей с апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 1080p 30 FPS. Смарт не идеален по возможностям фото и видеосъемки. Я сравнивал его со смартфоном 14T. Обязательно посмотрите сравнение по ссылке в описании. Минус — плохо оптимизированный расход заряда, что является относительным, и мне кажется, конкретно с железкой моей не повезло. Но у меня вот так. И на момент моего обзора при покупке данной модели не было блока питания в комплекте, и вполне возможно он не появится. Но в 30-ку его купить можно, самое главное.
Ну и шестое место, единственный смартфон с механическим переключателем звука, это Nord 4. Я норды люблю за операционку. Норды не бывают не глобальными версиями. Их могут, конечно, ухудшить прошивкой, как когда-то было с Nord 2, помните? Но за эти деньги глобальный смартфончик — это прям цвет, блеск, красота. Его стоит рассматривать, если вы знаете, что такое OnePlus. Это дело тормозить у вас не будет. Звезд с неба по съемке он не ловят, но до Nord 5 еще очень далеко, а это дело прям добротное. На пятом месте моего топа Honor GT. Да, он не особо популярен, да, когда я делал опрос, практически никто его не выбрал, но, опять же, это мой топ, и учитывая его железо, он прям топчик. В комплекте со смартфоном мы имеем краткое руководство, чехол, кабель для зарядки USB-C, адаптер питания на 100 Вт и слот под 2 сим-карты. Приобрести модель можно в черной, белой и зеленой расцветке. Габариты смартфона 161 на 74 на 8,2 мм вместе с блоком камер, а вес 200 граммов. Плюс за водонепроницаемость стандарта IP65, разъем же установлен USB Type-C OTG версии 2.0, что неудивительно, стереодинамики выдают среднее по качеству звучания, да и настроек для персонализации звука почти нет. Линейный вибромотор для таких размеров и весов в пределах нормы. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2664 на 1200 пикселей. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, никаких 144 Гц, как у некоторых конкурентов. Например, iQOO Neo 10 здесь нет. С одной стороны, у iQOO это не особо где-то и увидишь, с другой стороны, хорошо, что есть. И LTPO экрана здесь, хочу отметить, тоже нет. Плотность пикселей 435 ppi, рамки минимальные, выглядит экран отлично, ко всему он прямой, без закруглений. По моим замерам, яркость на 100% 1100 люксов, на пике 1600 люксов, полноценный Always On дисплей в наличии, показатели шима в принципе очень даже хорошие, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, работает не супер быстро, но неплохо. Можно завести до 5 отпечатков пальцев и 2 разных лица. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота у него 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750, оперативная же память LPDDR5X и доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память на выбор 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Но на 1 ТБ здесь уже UFS 4.0. А с меньшим объемом ПЗУ тип памяти проще. И здесь, конечно, подстава. Почему? Потому что если вы будете брать на терабайтник его, лучше брать уже тогда субфлагман или флагман. А с меньшим объемом памяти ставить медленнее память, притом и даже на 512 гигабайт, это уже ни в какие ворота не лезет Honor. Операционная система MagicOS на базе Android. Разумеется, по связи есть поддержка Wi-Fi, 5G сетей, 4G сетей ниже. 7 и 20 бенда нет, это у нас китайский смартфон. Датчик приближения не физический, к сожалению, он работает не всегда корректно. Виртуальный. Bluetooth чип версии 5.3, NFC модуль в наличии. Емкость аккумулятора 5300 мАч, поедает в PUBG он примерно 20-22% заряда в час, в Genshin Impact 24% в час. Поддерживает смартфон проводную зарядку на 100 Вт, и заряжается он у меня за 14 минут на 50%. Это нереально круто, и до 40 минут он заряжается всегда на 100%. За 1 час просмотра видео на YouTube в среднем уходит 5% заряда. В Antutu выбивает 1 926 000 попугаев, Storage тест показывает 146 000. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.95, оптической стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 12 мегапикселей с апертурой 2.2, фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.45 и максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. Сравнивал я эту модель со смартфоном Poco X7 Pro по видео и фотосъемке. Посмотрите и исходники фото, и посмотрите сравнение видео. Минусы: нет поддержки eSIM, разумеется, нет 7 и 20 бенда, вибромотор мог бы быть покачественнее, мало настроек для кастомизации звучания, однодиапазонный GPS, датчик приближения местами глючит, он виртуальный, нет LTPO технологий, нет обходной зарядки, нет какой-то супер-киллер фичи, чтобы можно было сказать, что Honor молодцы, потому что в эти деньги, как вы видите из топа, очень много смартфонов очень крутых. По пятому месту смартфон специфический, Honor GT, это довольно неплохая железка. У него много своих плюсов, но он не супер-мега в чем-то крутой. То есть у него не лучший экран, у него нет LTPO, у него нет каких-то игровых фишек. С другой стороны, фанатам Honor, кто хочет себе какой-то там интересный смартфон по железу,
Это единственная в адекватную стоимость, не считая Honor 300 и 300 Pro китайских. Но их я не обозревал, и они по мне подороже. А GT-шка и дизайн интересный, и все остальное. Напишите, кстати, вы рассматриваете вообще Honor для покупки? Для меня это все равно бренд довольно специфичный. С другой стороны, это честно его 5-е место, потому что он, учитывая железо, очень даже неплох. Вот, к слову, ценник 29 с копейками. Да, они хорошо подвинулись, и да, сейчас будут еще купоны, кто-то будет еще задания выполнять. Я думаю, что реально, чтобы они упали даже до 27 подобного типа смарта. На 4-м месте у нас красуется iQOO Neo 10. И да, ни Honor-овские смартфоны по связи не блокировались, ни iQOO-шные. То есть iQOO и Honor пока не блокировали свои смарты по связи, если даже они китайские, за пределами Китая. Это, конечно, возможно, но маловероятно. В комплекте со смартфоном мы имеем защитную пленку, наклеенную на экран, силиконовый обыкновенный чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Слот прорезиненный на 2 сим-карты, карту памяти запихать сюда, разумеется, нельзя. Приобрести данный смарт можно в черной и белой расцветке, а также в белой с оранжевой вставкой с одной из сторон тыльной части. Весит смартфон 207 граммов, а габариты 163 на 75 на 8,5 мм. Собрана модель хорошо, но рамка пластиковая, к сожалению. Защита от воды и пыли не заявлена, разъем установлен USB Type-C OTG версии 2.0, также есть TK-порт, но вот мини-джека под наушники не завезли. Стерео неполноценный и перекос по громкости заметный, но его можно отрегулировать. Функции для персонализации звука в наличии, но линейный вибромотор по оси X тактильно приятный и настраиваемый, плюс есть поддержка 4D вибраций для игр. Смарт оснащен AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей и частотой обновления экрана от 1 до 144 Гц. Но 144 Гц доступны по большей степени только в китайских приложениях. Экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок, но он есть. Плотность пикселей субфлагманская 452 ppi. Пиковая яркость по моим замерам 1500 люксов, как и на 100% яркости, если измерять радексом. В случае измерения прибором ТК, то на 100% яркости экран выдает 1200 люксов, а в пике 1500. Есть поддержка HDR10+, полноценный Always On дисплей в наличии, функции шим-затемнения до 4320 Гц. Показатели шима при измерении прибором ТК поднимаются до 30%, что неплохой результат. Мультитач на борту и на 10 касаний одновременно экран откликается без труда. Разблокировать же экран можно при помощи ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран. Функция распознавания лиц и стандартными способами разблокировки, а также есть комбинированный способ разблокировки. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя, к сожалению. Процессор же установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой в 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, а также стандартный есть чип Q2 для улучшения игрового процесса. Оперативная же память LPDDR5X доступна на выбор 12 и 16 гигабайт. Внутренняя память на 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Тип ПЗУ UFS 4.1 по заявлению производителя, но по тестам есть ощущение, что установлена здесь версия 4.0. Интерфейс Origin OS на базе Android, Google сервисы на борту, как и русский перевод, но оповещение необходимо настраивать. Далее, по связи смартфон имеет поддержку Wi-Fi 7 серии, двухдиапазонного GPS, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сети 7 и 3 бенды на борту, а вот 20-го нет. Датчик приближения работает корректно, Bluetooth чип версии 5.4 и аудиокодеков на борту достаточно. NFC смартфон поддерживает и MirPay встает без проблем. Емкость аккумулятора 6100 мАч, в PC-марке смартфон выдает 8 часов 46 минут, Work Performance 14 тысяч. Смарт поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, но беспроводной зарядки и беспроводной реверсивной зарядки здесь нет. Заряжается он от 0 до сотки за 35 минут, за 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости уходит 3% заряда, в играх за 1 час уходит 14%, а максимум 20%, что прям вау. OneTutu выдает результат в 2 миллиона 98 тысяч попугаев, Storage тест же показывает 117 170 баллов. Основной сенсор здесь Sony IMX921 на 50 мегапикселей с оптостабом и апертурой 1.9 и максимально доступным разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, а также 4К 60 FPS и ниже. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, углом обзора в 119
градусов и цифровой стабилизации, грубо говоря, затычка. Фронталка на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в круглом вырезе. Максимальное разрешение для видеосъемки у нее 1080p 30 fps. Я сравнивал по камерам данную модель со смартфоном Xiaomi 14T. Минусы: пластиковая рамка, нет мини-джека, нет 20-го бенда, нет беспроводной зарядки, бесполезный сверхширик. Хотелось бы 4К для фронталки. Ну и по мне, лучше этого смартфона во всем Neo 10. Все дальше будет в топе чем-то хуже, но там будут глобалки. iQOO Neo 10, iQOOшки еще не блокировали никогда по связи свои смартфоны. Я надеюсь, что и не будут. У него есть свои игровые фишки, и экран LTPO, и еще очень много всего, и огромное комьюнити, которое началось, в принципе, у iQOOшек, начиная с 9-й версии. Я вам советую на них посмотреть, потому что iQOO Neo 10, если вас устраивает китайский смартфон, понастраивать оповещения, смириться с какими-то китайскими приколами в телефоне, пушка-бомба-гонка. Это прям вау, потому что остальные 3 места — это глобалки, и они по железу все равно будут хуже. Смотрим. На 3-м месте красуется Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Да, по спекам этот смартфон просто ультра печален, с одной стороны. С другой стороны, та скорость сброса ценника, которую показывают Redmi, она очень сильно радует. Если в определенной сумме, там, допустим, 1025-24 вы увидите этот смарт, и рано или поздно он так будет на сейле в глобале, почему бы и нет? Хотя выпилили из него в глобалке от китайской версии очень много всего полезного. В комплекте лимитированной расцветки мы имеем Bluetooth наушники Redmi Buds 6 Pro в стандартной коробке, вдруг вы будете брать лимитку, магниты, обыкновенную коробку со смартфоном, наклеенную защитную пленку, силиконовый чехол, краткое руководство и блок питания на 120 Вт. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. В продаже есть черная и зеленая расцветка данной модели, а вместо белой предоставили фиолетовую. Вес смартфона составляет 203 грамма, габариты 163 на 74 на 12,6 мм и 9 мм без блока камер. Собрана модель неплохо. Тыльная часть фиолетовой расцветки выполнена из искусственной кожи, а рамка пластиковая, за что минус. Но хорошо, что есть защита по стандарту IP68. В черной и зеленой расцветке тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass 7i, грани закругленные, экран водопад. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, ИК-порт, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Динамики в меру громкие, персонализировать звук возможность есть. Качество звука не топовое, но неплохое. Bluetooth кодеков достаточно, к слову, установлен Bluetooth чип версии 5.4. Линейный вибромотор по оси X тактильно настраиваемый, но далеко не лучший. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,68 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass Victus. Плотность пикселей 446 ppi, пиковая яркость по моим замерам 1700 люксов, на 100% яркости 800 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, в настройках есть динамический режим и окно с настройками частоты отдельно для каждого приложения. Но вы ощущаете, да, как экран проще, чем в iQOO Neo 10? Вот они, глобалки, урезанные во всем. Частота дискретизации касания до 480 Гц, мгновенная частота дискретизации касания 2560 Гц. Сенсорный отклик в играх залипает, ко всему экран плохо откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On Display, разумеется, отсутствует, ведь Xiaomi надо, чтобы вы покупали модели подороже. Показатели шима выше 15% не поднимаются, разблокировать экран может при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран функции распознавания лиц и стандартными способами. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца. Распознавание лиц срабатывает хорошо, и биометрические данные можно завести до 2 лиц. Переходим к процессору. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,5 ГГц, графический процессор Adreno 810, оперативная память LPDDR4X на 8 и 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 и 512 ГБ. Операционная система HyperOS на базе Android, имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, eSIM, 5G сетей и ниже. Датчик приближения работает очень плохо, NFC-модуль в наличии. GPS в данной модели однодиапазонный, за что однозначно минус. Емкость аккумулятора маленькая, 5110 мАч, с другой стороны в PC-марке устройство выдает почти стандартные 7 часов 59 минут, почти 8. Work Performance 13000 очень скромно, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 Вт за 46 минут. Беспроводную зарядку и беспроводную реверсивную смартфон не поддерживает.
За час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi уходит 5% заряда, за час в играх в среднем 21. В Antutu выбивает 729 тысяч попугаев, что, конечно, мало. Storage тест показывает ультраскромные 41 тысяча. Основной сенсор на 200 мегапикселей с апертурой 1,65, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. 60 FPS недоступны. Вот такая печаль. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2,2. Есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2,4. Фронталка на 20 мегапикселей с апертурой 2,2. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS. В китайской версии вместо затычки в виде макросенсора был телевик на 50 мегапикселей, но при этом не было основного сенсора на 200 мегапикселей. Минусы: слабый процессор, старая память, но к плюсам отнесу то, что в ритейле он должен довольно быстро падать по-хорошему в цене. Если брать конкретно ценник для данной модели, у дома можно, во-первых, его пощупать. Во-вторых, 1025-23, вот так желательно. Но он должен быть значительно дешевле, чем второе место. Вот на третьем месте Redmi Note 14 Pro Plus прям авансом. Почему? Потому что даже его там 27 тысяч я считаю перебором. То есть линейка Redmi Note просто опозорила сама себя тем, что выпилила практически все хорошее, что было в китайской версии данных смартфонов. Можно долго и упорно рассказывать, что он красивый, что его в ритейле будут сметать, и так в принципе и происходит. Он там будет 40 плюс стоить. Я считаю, что Redmi, как таковые, у меня, кстати, будет отдельный стрим, посвященный всем 5 глобальным моделям, они просто решили похоронить линейку. Надеюсь, что у них это дело не удастся. Почему? Потому что я надеюсь, что они дропнут ценники, и это третье место с авансом, что если он будет стоить 1025, дороже его брать не стоит. Хотя, опять же, обычная рабочая лошадка, и, как мне скажут, от чего-то от него хочешь. Но я хотя бы хочу, чтобы хотя бы, как у Realme, у него был телевик. И мы плавно переходим к второму месту. А на втором месте красуется Realme 14 Pro Plus 5G. Как люди, которые считают, что я хейтер Realme, почему они у меня везде в топах на первых местах, а? Потому что сейчас ценник на него тоже адекватный, и я надеюсь, что он будет еще адекватнее. Поставляется смартфон вместе с защитной пленкой, кабелем для зарядки с USB-A на Type-C, адаптером на 80 Вт, защитным стеклом и ключом для извлечения слота под 2 сим-карты. Еще хочу раз отметить, что второе и третье место, как вы прекрасно замечаете, и первое тоже, это чистой воды глобалки. В глобалках у тебя не болит голова по поводу того, какие бенды есть, какая агрегация частот, как настраивать оповещения, и тем более не болит голова, что он может быть рано или поздно заблокирован. Про глобалки я вспомнил, потому что у Realme тоже бывают китайские версии, и они могут быть заблокированы, так что внимание обращайте обязательно, чтобы это был global version, а лучше всего версия для вашего рынка, потому что глобальные версии, как мы знаем, для других рынков могут блокироваться не на родных рынках. Мы это уже проходили, как раз у Realme. Вес смартфона 198 граммов, габариты составляют 163 на 77 на 8,4 мм без блока камера. Вместе с ними 11,4 мм. Собран смарт хорошо, но при этом рамки выполнены из пластмассы, а тыльная часть в черной расцветке из веганской кожи. Плюс за то, что смартфон имеет стандарт защиты IP68, 66 и IP69. На корпусе же расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что неудивительно. 2 микрофона с шумоподавлением и 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, что уже стандартно, как и то, что нет ИК-порта и нет мини-джека. В настройках есть разные звуковые пресеты, но кастомного эквалайзера нету у Realme. Линейный вибромотор с поддержкой Haptics, настраиваемый, тактильно хороший. Смарт оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,83 дюйма с разрешением 2800 на 1272 пикселя и защитой Corning Gorilla Glass 7i. Плотность пикселей составляет 450 ppi, по яркости в пике экран выдает 1700 люксов, а на 100% 900 люксов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, мультитач есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On дисплей на борту, показатели шимы хорошие, разблокировать же экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Функция распознавания лица срабатывает корректно и быстро, но внести биометрические данные можно только одного лица. Сканер же отпечатков пальцев работает хорошо, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. И при этом можно завести
нанести 5 других отпечатков пальцев. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой в 2,5 ГГц. Графический процессор Adreno 810, оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя память типа UFS 3.1 на 128, 256 или 512 ГБ, операционная же система Realme UI на базе Android, по связи имеется поддержка двухдиапазонного GPS, Wi-Fi 6 серии, 5G сетей, 4G сетей и ниже. NFC-модуль на 360 градусов в наличии, датчик приближения работает корректно. Емкость аккумулятора 6000 мАч, PC-марки Smart выдал 1 часов 34 минуты, 14 Pro Plus поддерживает быструю зарядку до 80 Вт, заряжается от 0 до сотки за 1 час 10 минут. Беспроводной зарядки нету, как и беспроводной и реверсивной. При просмотре роликов на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости экрана уходит в среднем 5% заряда, в играх за час уходит 22% заряда. В Antutu устройство выдало 800 тысяч попугаев, в Storage тест показал 121 тысячу. Тоже не космические результаты, но лучше, чем у Redmi-ков. Переходим к камерам. Перископический телефотосенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с углом обзоров в 33 градуса, фокусным расстоянием в 73 мм, оптостабом и трехкратным оптическим зумом и апертурой 2,65. И да, такое есть плюс-минус в Honor 200, как многие спрашивают, а где? Основной сенсор Sony IMX896 на 50 мегапикселей с оптостабом, фокусным расстоянием в 24 мм, углом обзора 84 градуса, апертурой 1,8. Далее сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с фокусным расстоянием в 16 мм, углом обзора в 112 градусов и апертурой 2,2. Фронталка на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов и апертурой 2,0 находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у основного сенсора, как у фронтального, 4К 30 FPS. С тыльной части также можно обнаружить тройную LED-вспышку, плюс смартфон поддерживает подводный режим. Сравнивал я данную модель со смартфоном Poco X7 Pro по фото и видеосъемке. Обязательно посмотрите обзоры, посмотрите исходники, если вас интересуют фотографии. Минусы: нет АК-порта, нет мини-джека, плохо работает GPS, реально слабое железо за эти деньги, потому что вспоминаем мы Honor GT, вспоминаем iQOO Neo 10 и думаем, а здесь за что платить? А за что? За глобалку. Вот они с Redmi, как говорится, и договорились. И плохая стабилизация по видеосъемке. Единственное, с кем они все не договорились, это с первым местом. Ну и второе место, основной конкурент, который очень сильно проигрывает из-за того, что с самого начала задрал ценник на старте продаж 28 800, это Realme 14 Pro Plus. Это как раз для людей, которые предполагают, что они будут портретными фотографами, что с Realme у них получится ходить и рассказывать про то, что они могут делать классные портреты. Хотя, опять же, постановочные портреты, я повторяюсь, да, может быть для многих лучше на телевик снимать, но при желании ручками, хорошая модель, хорошее освещение, можно и в смартфоне за $200 неплохое фото сделать. Опять же, кому-то для, там, не знаю, фотки счетчиков нужен телевик и оптический зум. Аналог, как я уже говорил, это Honor 200, но он уже старенький, Honor 300 вышел только в Китае, сейчас будем ждать Honor 400. В целом, смартфон за свои деньги топ, если, опять же, брать на фоне конкурента от Redmi. Да, их вот второе и третье место пожирает первое место этого топа, но де-факто Realme имеет право на жизнь, и я понимаю тех, кто его приобретает, и между Redmi и Realme я однозначно выбрал бы Realme. С другой стороны, они все, повторяюсь, может быть, неплохо выглядят без остальных мест этого топа, и тем более без первого места. Переходим к первому. Первое место Xiaomi Poco X7 Pro. На руках у меня есть лимитированная версия данной модели и еще 3 цвета. Но сейчас я вам рассказываю про лимитку, хотя она такая же по железу. Именно Iron Man Limited Edition. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, защитный чехол, который из себя представляет по большей части только бампер с надписью Тони Старка. Далее есть кабель для зарядки и сам смартфон. В продаже помимо лимитированной версии также есть 3 базовые расцветки, такие как черная, зеленая и желтая. Габариты смартфона 161 на 75 на 8,5 мм, а вес 196 граммов. К сожалению, даже в лимитированной версии рамки не металлические, а пластиковые. Сборка устройства неплохая, плюс смартфон имеет стандарт защиты IP69 и поддержку технологии для корректной работы сенсора даже с водой на экране. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, что плохо, но вот так, как и у всех в этой ценовой категории. ИК-порт, микрофоны и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Перекос
Перекос по громкости между динамиками есть, но качество звука очень даже неплохое. В настройках можно обнаружить предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Да, не надо отдельно в каждом плеере, в игрушках настраивать. Можно один раз настроить и все в системе. Линейный вибромотор по оси X хороший, но не топовый. Удобно, что можно настроить силу вибрации. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 7i. Плотность пикселей 446 ppi, есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, и частотой обновления экрана до 120 Гц. Пиковая яркость заявлена 3200 нит, по моим замерам 1500 люксов, а на 100% яркости в среднем 900 люксов. Экран быстро откликается на 10 касаний одновременно, полноценный Always On Display отсутствует, показатели шума выше 40% не поднимаются. Система безопасности использует сканер отпечатков пальцев, внедренный под экран, функцию распознавания лиц и стандартные способы разблокировки. Функция распознавания лиц отрабатывает хорошо, а биометрические данные можно завести до 2 лиц, что уже привычно, как то, что можно завести 5 раз один и тот же отпечаток пальца. Процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,25 ГГц, графический процессор Mali G720MP7, оперативная память LPDDR5X на 8 или 12 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. Интерфейс HyperOS на базе Android, по связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.4, 5G сетей и ниже. Датчик приближения работает плохо. NFC-модуль в наличии, можно устанавливать MirPay, GPS данной модели двухдиапазонный, за что плюс. Емкость аккумулятора 6000 мАч, в PC-марке устройство выдает результат в 7 часов, смарт поддерживает зарядку до 90 Вт и отзаряжается от 0 до сотки в среднем за 45 минут. За час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi уходит 4% заряда. За час в играх в среднем 22%, в Antutu он выдает 1 429 000 попугаев. Storage-тест показывает шикарнейший 238 000. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony LIT600 на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 8 мегапикселей с апертурой 2.2, фокусным расстоянием в 15 мм и фронталка OV20B на 20 мегапикселей с апертурой 2.2. Находится она по центру верхней части экрана. И максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 30 FPS. Минусы: нет обходной зарядки, виртуальный датчик приближения, старенький USB Type-C разъем, пластиковая рамка, вибромотор мог бы быть и лучше, лимитированная версия радует по большей части только стоимостью, так как в некоторых регионах она не отличается по цене от обыкновенных расцветок. Ну и в принципе все, потому что за эти деньги то железо, которое они сюда запихали, это номер один. Плюс в 24 000 иногда он торгуется. А это прям нереально круто. Ну и первое место — это прям ультиматум рынку, это Poco X7 Pro 24400, плюс там таможня у вас будет рублей 700, за 25 000 рублей вы получаете просто пушку, бомбу, гонку. Да, датчик приближения все еще виртуальный, это безумно печально, урезанный, допустим, АОТ и еще очень много минусов. Но за то железо, что они предлагают, аналогов никто не хочет выгружать. То есть, допустим, те же Realme могли бы сделать какой-нибудь суббренд, чтобы можно было говорить «вау» и бежать его покупать. Или те же, не знаю, OnePlus сделали бы не Nothing с диодами, а что-то супер-супер экономное, но с крутым железом, без всего там, утрировано, что чуть ли не без камеры. Но никто этого не делает, поэтому однозначно для меня топ-1 в ближайший год, скорее всего, будет Poco X7 Pro. И да, если бы курс был чуть другой, он бы был в районе 20-21 тысячи, но курс не такой. Если говорить про в целом, то повторяюсь, что вы все равно покупаете, скорее всего, смартфоны надолго, и все это можно будет использовать минимум года 2-3. Второй момент. Прикиньте, что вам реально надо. Может быть, вам достаточно будет топа тот, что был до 20 000 рублей. По большому счету, все, что дороже, оно не дает ничего нового. По факту они могут то же самое, мощности примерно такие же. Там Type-C-шники у них побыстрее, у субфлагманов, LTPO-шные экраны, но автономность примерно такая же. Скорость зарядки примерно такая же. Хорошо, что в районе 30 можно приобрести что-то, что будет аналогом любым флагманом по 100 000. Я так считаю. Вы можете не соглашаться, может вам нужно 2 телевика, там и X6 тоже, и X3. Может быть вам нужно какие-нибудь супер крутые ультраширики на смартфоне или переключение камер.
Да, повторяюсь, что в топе не было Samsung A55, Honor 200, еще много других смартфонов, которые были старенькие, по моему мнению, из прошлого года. Если вы на них сидите, вам еще года полтора можно спокойно смотреть подобные топы и обзоры и ничего не менять, вам, скорее всего, будет достаточно. Но мы помним, что произошло с Poco F3, да, из стареньких девайсов. По мощности он топ. И мне часто пишут подписчики, что вот у меня его окирпичили новой прошивкой, а кирпичили просто он стал тормозить. Вот он у меня тоже тормозит. Что делают производители? По мне, очень часто они грешат тем, что нам прошивками они слегка замедляют устройство. Возможно, мне так кажется. Можете написать, кажется ли вам так или нет, потому что те же устройства, которые выбивают 400 тысяч баллов в Antutu вчера, они у меня такие же есть. И новые. Почему-то новые, они прям летают, даже когда ты их уже нагрузил и все остальное. Но не будем заниматься конспирологией, я рассказал вам мой топ-10 смартфонов. По возможности напишите свой в комментариях или хотя бы топ-3 смартфона, которые бы вы рассматривали. И старайтесь помнить, что не каждому подойдет смарт без всех бендов, не каждому подойдет смарт, в котором нужно настраивать оповещения, не каждому подойдет смартфон без обходной зарядки, допустим, и подобное. Может быть, вы рассматриваете как раз второй и третий эшелон. Я чего-то не понимаю, Infinix, те же Tecno, Motorola, они уже рулят даже в категориях до 30 тысяч, и ваше мнение может быть и должно быть другим. А если вы не потратили, вы сэкономили. А сэкономили, считайте, заработали. Поэтому девайсам всем от меня в топе однозначно да, получится их урвать по скидкам. 17-го, вот как раз, скорее всего, я обзор от этого выгружаю, или 18-го начнутся распродажи на Али. Но это будет не последние распродажи. В апреле 6 числа Xiaomi Fest будет. В общем, у них же там каждые 2 недели сейчас. Так что при желании и определенном уровне усидчивости вы себе купите ту железку, которая вам нужна, в очень хороший ценник. Не забываем подписываться на ТГ скидок, чтобы поддержать канал. Пишите, с чем не согласны. Будем дискутировать. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, на телеграм-канал взаимопомощи. Приходите на стримы прожарки. Повторяюсь, всем девайсам в топе от меня однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.